Друзья, снова привет. Давно не виделись. Итак, 8 ноября Генеральная прокуратура подала в Верховный суд иск с требованием ликвидировать организацию «Мемориал». Организацию, которая с конца 80-х годов прошлого века занимается восстановлением и сохранением данных о политических репрессиях, а также защитой прав человека. Зачем власть пытается закрыть «Мемориал»? Это видео будет коротким, и в нем я выскажу свою точку зрения касаемо попытки властей ликвидировать «Мемориал». «Мемориал» занимается восстановлением и сохранением данных о политических репрессиях и защитой прав человека. Неудивительно, что путинской власти так не нравится его деятельность, поскольку в последнее время, например, количество политических репрессий в нашей стране значительно увеличилось. Число политических заключенных уже около 500 и приближается к числу, которое было в позднем СССР. Соблюдение прав человека со стороны власти имеет негативную отрицательную тенденцию. Кругом пытки и давление на критиков режима. По моему мнению, в 1917 году было совершено преступление, и к власти пришли людоеды и палачи, которые построили государственную систему уничтожения своих же собственных граждан. Большевики и коммунисты, они уничтожали собственный народ, отправляли в лагеря, лишали жизни и лишили жизни около 20 миллионов человек. Это было время самых массовых репрессий в истории страны. Это был государственный террор. В самом начале, после захвата власти в 1917 году, преступная организация, которая захватила ее, принялась за создание репрессивных органов, которые со временем реформировались и наследовали друг друга. ВЧК, ГПУ, ГПУ, НКВД, НКГБ и так далее, вплоть до КГБ. На руках этих органов много крови и огромное количество репрессированных. «Мемориал» восстанавливает и публикует данные об этих репрессиях, напоминает людям о жертвах и палачах коммунистического режима, рассказывает о современных репрессиях и о нарушениях прав человека в современной путинской России. К сожалению, текущая власть фактически является прямым наследником той власти, которая действовала во времена самых массовых репрессий. Можно сказать, что после 70 лет советского режима в 90-х годах на короткое время произошел перерыв, но в 2000 году с приходом Путина все опять вернулось обратно. И возвращение это было не внезапное, а постепенное, чтобы никто ничего не понял, а когда поняли, было бы уже поздно. К власти пришел КГБшник, который, судя по всему, уже очень давно мечтал возродить систему, которая была при СССР и по которой он ностальгировал. Это стало возможным в том числе и из-за того, что в период 90-х годов было совершено две самые серьезные роковые ошибки. Первая – это отсутствие иллюстраций, что в итоге привело к возвращению во власть все тех же КГБшников. И вторая ошибка, без которой это возвращение могло бы и не произойти, это решение Ельцина о передаче своих полномочий Путину. Ваш кабинет. Да, это была самая большая его ошибка. У меня есть несколько мыслей на этот счет. Сейчас мы знаем о неизвестных ранее методах работы наших спецслужб в лице, например, ФСБ, ГРУ. Знаем, как они работают с разными ядами, занимаются отравлениями. И я уже начинаю сомневаться в том, что причинами ухудшения здоровья Ельцина были естественные факторы и вредные привычки, а не тайная работа путинских подчиненных. Ведь Путин незадолго до получения власти руководил ФСБ. Путин давно мечтал возродить СССР, но ясно, что точную его копию создать, возродить не получится. Фарш, как говорится, невозможно провернуть назад. Но некое подобие той системы у
нашего карлика сделать получается. У него неплохо получается воссоздать почти аналогичные репрессивные органы, которые занимаются защитой властей от собственных граждан и служат инструментом для удержания власти. У него неплохо получается развивать и вести безумную пропаганду и выдумывать внешних врагов. У него неплохо получается обогащаться за наш счет. Но у него совсем не получается развивать страну, повышать уровень жизни граждан. Да это ему и не нужно. Количество репрессий только увеличивается. Происходит милитаризация, набирает обороты антизападная идеология. А скоро 24-й год, после которого, если Путин не захочет расставаться с креслом президента, то он просто-напросто превратится в тыкву. Окончательно потеряет свою легитимность. Цели Путина и его кампании вполне ясны и понятны: быть у власти пожизненно, иначе тюрьма. А чтобы никто не догадался, почаще промывать мозги и затыкать рты тем, кто говорит правду, кто освещает репрессии и нарушения прав человека со стороны государства. Мемориал – это организация, которая как раз и занимается тем, что не нравится жуликам, захватившим власть, и что им так сильно мешает, особенно перед 24-м годом. Но все рты не заткнешь и всех не пересажаешь. Мемориал должен существовать и продолжать свою работу. Я выражаю свою огромную поддержку этой организации и надеюсь, что планы властей ликвидировать ее не увенчаются успехом. Поэтому не нужно молчать, говорите об этом и поддержите мемориал. Единственная нежелательная организация в нашей стране находится в Кремле. Свободу политзаключенным. У меня на сегодня все. Ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет. Я не понял, что я должен подписать.